Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами еще один мой любимый камень – аметист. Если перевести с древнегреческого, переводится как пурпурный. Но он и есть пурпурный камень. Легенда гласит, что когда Дионис в очередной раз после пьянки, бог виноделия, поэзии, влюбился в очередную нимфу по имени Аметис, начал ее преследовать, и та, будучи верна своему любимому, отказала Богу, чем вызвала его гнев. И когда он начал гнаться за ней, взмолилась Аметис всем богам и услышала только Афина, и превратила ее в камень пурпурного цвета. Горевал долго Дионис, но не мог пойти против дочери Зевса и назвал этот камень символом верности. И приказал дарить тем, кто верен своей любви. Это камень верности. В средние века аметист назвали камнем вдов. Не потому, что этот камень приносит несчастье, совсем наоборот, а потому что как символ верности молодые вдовы, но потом и старые, носили этот камень. То есть заказывали огромные такие массивные украшения из камня аметист и носили. Этот камень любила носить черная королева Франции Екатерина Медичи. В знак верности о своем любимом Генрихе, которого она обожала, хоть он ее и не любил. Позже этот камень начали носить и мужчины в знак верности не женщине, а в знак верности своей стране, потому что они были, как правило, коронованные. Императоры, короли. На коронах, на пальцах носили аметист как верность, как знак верности к своей службе, своему народу, своей стране и прочее. Аметист дает духовное равновесие и спокойствие. Верность не только к любимому, верность к своим принципам, верность к своим начинаниям. Убирает страшные сны, оберегает и изгоняет злых духов вокруг человека. Но вы должны понимать, что камень работает тогда, когда вы носите долго, когда вы активизируете, когда вы вкладываете в этот камень свои намерения, свою просьбу. Аметист прикрепляли как булавками, там, различными украшениями, как подвески к младенцам. Считалось, что аметист охраняет и оберегает. Если аметист треснул пополам, это значит, что он взял на себя очень страшный какой-то удар или с глаза, или ненависти. Забрал опасность на себя. Это уникальный камень, потому что его часто можно встретить и в золоте, и в серебре. Многие камни можно встретить, но аметист как бы смотрится и в золоте, и в серебре. Есть бразильский аметист, мне отправляли. Есть у меня в белом золоте такой темный очень. Бордовый аметист, это бразильский. Африканский есть аметист. И у нас есть месторождение аметиста, кстати говоря. Аметист друз. Аметист вот такой цельный,
тоже как в виде колец. Но есть одно но. Людям, у которых высокое давление, желательно долго аметист не носить, потому что аметист ускоряет кровообращение. Он улучшает кровообращение. Если сделать, например, такой обруч и носить на голове, или просто аметистовое там ожерелье взять и носить на голове как обруч, у вас прекратятся головные боли. Он снимает головные боли, если долго носить. Если у вас есть какие-то проблемы с кровообращением, то аметист очень быстро приводит в порядок. Но люди, у которых высокое кровяное давление, им долго носить аметист опасно. Вот заметьте, если есть среди вас такие люди, наверняка есть, и если вы вспомните такие моменты, когда вы носили аметист, приходили домой и как будто вас выжили, вам плохо, давление скачет, голова кружится, это аметист. Долгое ношение аметиста начинает поднимать то есть кровяное давление. Если у вас есть проблемы с этим, аметист или вообще не носите, или долго не носите. Или просто заговорите и ставьте там, положите рядом. По крайней мере, в любом случае, как бы это активизирует и помогает вам. Но соприкосновение с вашим телом и долгое соприкосновение может привести к высокому давлению и, то есть, плохому самочувствию. Вы можете взять в руки аметистовый друз. Ну вот, например, такой. Смотрите, какая красота. Или кольцо. Или, не знаю даже, подвеску. Да хоть что. Или просто камень, аметист. Отдельно тоже продаются. Когда у вас тревожно на душе, берете аметист в руки. Желательно в левой руке держать. Ну, можете просто так сомкнуть в ладони, держать этот камень и начитывать столько раз, пока вы не почувствуете, что внутри у вас начнет вот это вот бешено играть кровь. Ощущение, как внутри что-то оживляется. Тогда прекратите, дочитайте и прекратите. У вас наступит спокойствие. Если у вас какое-то судьбоносное решение, и вы переживаете, есть внутренние какие-то сомнения, страхи, или не очень приятные предчувствия, нехорошее состояние. Бывает, мы иногда посмотрим какие-нибудь кадры, да, и потом плохо становится. Обычно аметист снимает такое напряжение. Но чтобы оно сработало с большей силой, конечно, желательно этот камень активизировать, разговаривать с камнем. Камни вообще живые материи. Их называют кости земли. Почему дома желательно, чтобы у вас было много разнообразных, различных камней? Это не обязательно украшения, просто камни. Камни, они транслируют ваши желания по всему миру. Камни между собой имеют такую невидимую связь. И когда вы, например, начитываете защиту себе и так далее, и рядом лежат камни, эти камни вот амортизируют, они просто передают ваши желания, ваш настрой, стремление по всему миру. Вот идет такое вот невидимое, то есть паутина, которая передает ваши желания. Камни призывают в дом удачу. Камни очищают пространство. Камни берут на себя черные злые посылы. Сами гибнут, трескаются, но спасают своего хозяина. Камни живые материи, они двигаются. Если вы куда-нибудь положили камни, сфотографируйте. Вот как вы положили, не на стол, а куда-нибудь, где, удобно, чтобы не было никакого передвижения с места на место. Потом сфотографируйте через месяц. Очень мало, там несколько миллиметров, но вы разницу увидите. Можете рядом даже предметы положить, чтобы сравнить с тем, как они
продвинулись с места. Они, естественно, очень медленно продвигаются, но они продвигаются, эти камни. В природе точно так же. Они могут за тысячелетия передвинуться на полметра, например. Постепенно, постепенно. Это очень медленный процесс, но он говорит нам о том, что это живые материи. Поэтому они слышат. Поэтому камни, которым строят дома, оберегают, охраняют дом. Поэтому они долго остаются. Поэтому камни древнего города обладают особой энергией. Они запоминают все. Запоминают и хорошее, и плохое. Они обладают определенной памятью, впитывают в себя все, что происходит вокруг, и выдают обратно. Если в этом месте там были, скажем, сражения и прочее, оттуда камни забирать не стоит, потому что они вобрали в себя боль, мучения, агонию умирающих людей там и прочее. Я надеюсь, поняли, о чем я говорю. Почему аметист успокаивает и дает внутреннюю гармонию? Считается, что в ней закрыта душа той самой нимфы, которая хранила верность своему любимому и не предала ни его, ни свои, то есть свои принципы. И она тем людям, которые верны своим принципам и себе, она этим людям дарит спокойствие, снимает напряжение, чтобы люди не боялись настаивать на своем и отстаивать свои идеи в этот мир. Аметист убирает плохие сны. Это доказано. Когда начинаются какие-то тревожные сны, всегда кладу рядом с собой, там, недалеко от кровати, на изголовье аметист. И перестают эти сны сниться, успокаивается вот психика, состояние, дают отдохнуть человеку. Итак, как активизировать камень аметист, который мы назовем аметис, в честь той самой нимфы. И камень-то тоже так назывался, аметис, пурпурный или пурпурная. Это позже оно деформировалось, как любое слово, название за века и тысячелетия, и начали называть аметист. То есть камень аметиса, нимфы аметис. Итак, берете камень в руку, в левую ладонь, или в руки, замыкая вот таким образом, держа камень внутри ладони. И начинаете читать этот заговор. Можете читать 10 раз, хоть сколько угодно. Вам становится легче, спокойнее, отпускает внутренние тревоги. И вот когда вы почувствуете вот такое некое движение внутри себя, это значит, все, оно сработало. Можете дочитать и отложить этот камень. Время от времени тот камень, на который вы начитываете, промойте под проточной водой, но не сразу после чтения. Это через некоторое время. Уберите тот слой энергии, который, как бы он перетянул, снял с вас вот эту вот ментальную вот тревогу, вот эти вот страхи. Они тоже обладают энергией, невидимой для глаз, но в реальности существующей. И поэтому оно снимает, то есть камень обволакивает себя этой всей энергией, снимая с вас эту тревогу. И просто под проточной водой уберите вода, вот эта вот быстро бегущая вода, напор воды, он смывает, очищает эту энергию и просто уносит. Так вы будете обновлять камень, потому что если вы все время будете читать, и так вот камень будет впитывать и впитывать эти отрицательные импульсы, в конце концов она просто лопнет изнутри. А этого не хотелось бы. Итак, душа прекрасная аметис, даруй моей душе покой. Ветер пройдет мимо горы. Гора как стояла, так и стоит. Вода пройдет сквозь щель. В воде никто не помеха. Огню сухой лист не угроза. Орлу муравей не враг. Льву антилопа не соперник. Пурпурная душа аметис, даруй моей душе покой и равновесие. Заклинаю.
Душа прекрасная аметис, даруй моей душе покой. Ветер пройдет мимо горы, гора как стояла, так и стоит. Вода пройдет сквозь щель, воде никто не помеха. Огню сухой лист не угроза, орлу муравей не враг. Льву антилопа не соперник, пурпурная душа аметис, даруй моей душе покой и равновесие. Заклинаю. Душа прекрасная аметис, даруй моей душе покой. Ветер пройдет мимо горы, гора как стояла, так и стоит. Вода пройдет сквозь щель, воде никто не помеха. Огню сухой лист не угроза, орлу муравей не враг. Льву антилопа не соперник, пурпурная душа аметис, даруй моей душе покой и равновесие. Заклинаю. Душа прекрасная аметис, даруй моей душе покой. Ветер пройдет мимо горы, гора как стояла, так и стоит. Вода пройдет сквозь щель, в воде никто не помеха. Огню сухой лист не угроза, орлу муравей не враг. Льву антилопа не соперник, пурпурная душа аметис, даруй моей душе покой и равновесие. Заклинаю. И вот так столько раз, пока вы не почувствуете вот это вот состояние, внутреннее вот это живое состояние, и отложите этот камень. Через некоторое время, перед тем, как еще раз прочитать, промойте под проточной водой, чтобы она вам не передала обратно эти тревоги, которые уже сняла, и вновь читайте. Желаю вам удачи и всех благ.